Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание слову «спасибо». Поговорим о том, когда его можно употреблять в своей жизни, а когда лучше не употреблять, потому что таким образом вы отталкиваете от себя энергии изобилия, достатка и благополучия. Давайте с вами разбираться в этом более детально и подробно. Вы знаете, каждый из нас постоянно на протяжении дня употребляет те или иные слова. Они бывают и с положительным значением, так и с отрицательным. Но когда мы их произносим, мы не задумываемся о последствиях от того, что последует следом, чем мы допускаем большую ошибку. Очень важно следить за тем, что мы с вами произносим, так как с помощью слов мы можем разбогатеть, стать любимыми, желанными, счастливыми, успешными, а можем и потерять все то, что уже имеем в жизни, лишить себя возможности получить что-то новое, интересное, перекрыв энергетические каналы или же дав понять Вселенной, что мы к этому просто-навсего не готовы, что сомневаемся в себе, в своих силах, а порой даже и не знаем, нужно нам это или нет, и важно это для нас или нет. Не только каждое слово создает свою вибрацию, но и каждая буква. Помните, что похожих между собой вибраций нет. Вы удивитесь, но то, что мы притягиваем с помощью слов, зависит и от тембра нашего голоса. Ведь он помогает нам концентрировать различные энергии в нужном направлении. И благодаря им мы отправляем нужный посыл, который притягивает к нам то, о чем мы просим, желаем или мечтаем. Поэтому важно научиться концентрироваться на словах, которые произносятся, говорить их отчетливо с правильной интонацией, не менять смысл и не употреблять частички «не». Если вы проанализируете, то увидите, что успешные люди всегда говорят четко, они уверены в своих силах, чем подпитывают произносимые слова. Во время того, как они разговаривают, они притягивают в свою жизнь еще больше положительных энергий, приумножают все то, что уже есть в их жизни, успех и достаток. А вот человек, который употребляет негативные слова, матерные, как бы ни пытался, не может стать успешным. Мало того, обычно у таких людей постоянные денежные проблемы, а порой и безденежье наполняет их жизнь. Слова влияют полноценно на жизнедеятельность людей, на физическое состояние, на душевный покой и эмоциональное состояние. Слова, которые произносит человек, влияют и на жизнь окружающих людей, на семью и на коллег. У каждого из вас было такое, что возле одного человека вам уютно находиться, с ним общение ладится с первой фразы, а после другого человека вам некомфортно, хочется быстрее от него отойти. Как ни стараешься, не получается установить контакт. Общение не ладится, если задуматься, то это легко объяснить. Все это зависит от энергии, которую человек во время разговора своей речью излучает. Соответственно, и притягивает такие же энергии к себе и окружает ними все вокруг себя. Опасными являются слова, которые вы используете, когда даете клятвенное обещание, когда вы сплетничаете, обманываете, пустословите или же кого-то обсуждаете. Опасными с разрушительной энергетикой являются слова, которые произносятся. Когда человек зол, проклятие, даже если вы о них потом пожалеете, подумав и произнеся их вслух, вы уже ничего изменить не сможете. Негативные слова, матерные, которые человек произносит, приносят вред уже не только ему, но и тем, кто возле него находится. В большей энергетической опасности находятся дети, чьи родители себя так ведут. Детское биополе, вы знаете, очень слабое. Оно будет подбирать и притягивать этот негатив, что разрушительно будет влиять на их энергетическое поле. Дети начнут плохо учиться, будут становиться ленивыми и могут начать даже обманывать, будут ощущать недомогание и постоянную сонливость. Поэтому старайтесь следить за всеми словами, которые вы произносите, чтобы потом вам не пришлось сожалеть о том, что ваша жизнь или жизнь кого-то из близких людей начала идти каким-то не таким путем, что в ней появилось то, чего вы бы не хотели в ней ожидать и видеть. Первые наши слова закладываются в детстве. Мы учимся вежливости, отвечать на вопросы, давая положительные и отрицательные ответы.
Благодарим за помощь, за какие-то действия, за подарки, за приятное общение, что продолжаем делать и по жизни, не задумываясь о том, что многие из этих слов вносят коррективы, о которых мы и не подозреваем. Так, например, каждый из нас на протяжении жизни много раз слышит слово «спасибо» и также употребляет его, но это слово, которое, казалось бы, должно притягивать потоки положительных энергий, притягивает к нам один негатив. Мы, произнося это слово, от души стараемся и желаем поблагодарить определенного человека, оказав ему уважение, показав то, что мы очень благодарны данному человеку за то, что он для нас сделал. Но на самом деле слово «спасибо» – это мощный энергетический посыл, который способен уберечь от продолжения общения с каким-то определенным человеком. Когда мы стараемся высказать слова благодарности, мы тем самым ограждаемся от этого человека на энергетическом уровне, и чем больше раз мы повторяем ему слово «спасибо», тем дальше отдаляемся от него. Наши предки избегали произношения данного слова. Они использовали его только при встрече с плохим и злым человеком, так как всячески старались сделать так, чтобы он держался от них как можно дальше. Они старались сказать это слово всем тем, кто на каком-то этапе их жизни сделал им плохо, чем-то обидел, так как они на глубоком энергетическом уровне перестраховывались и на будущее уже защищали себя от действий данного человека. «Спасибо» – это слово означает «спаси меня от этого». А мы часто, употребляя это слово, просим Вселенную нас от чего-то спасти. От человека, которого на самом деле считаем близким, которого очень любим, от событий, которые принесли в нашу жизнь счастье, от помощи, которую нам кто-то оказал от души, и сами того не подозревая, затем переживаем о том, что от нас отвернулись близкие люди, что жизнь как-то перевернулась, и неприятности начали ее наполнять. Если вы любите говорить слово «спасибо», то, пожалуйста, не удивляйтесь потом, что вы оградились от всего того, что имеет для вас значение. В результате останетесь абсолютно одни, без счастья, любви, друзей и родных. В магазине при получении зарплаты, когда вам дают деньги, вы произносите также слово «спасибо», показывая на то, что вам не нужна денежная энергия, что вы не желаете принимать ее в свою жизнь, что вы хотите всячески оградиться от нее, а затем удивляетесь, почему деньги не задерживаются у вас, и как только появляются, они сразу исчезают. А ведь вы сами это делаете, что приводит к вас опять же к денежным проблемам. Если вы хотите прекратить с каким-то человеком беседу, так как чувствуете, что он излучает негатив, а от этого хотите защититься, вам нужно проговорить такие слова: «Спасибо, но мне пора идти». Этим вы уже защищаетесь от его воздействия на вас. Оставляете ему все то плохое, что он старался распространить, принеся вред. В данном случае это слово очень уместно. Он сыграет для вас защитную роль. Так, если вы не желаете принимать от какого-то человека что-то, например, это может быть подарок, помощь, потому что вы понимаете, что он злой, что он не чистосердечный, вам нужно сказать следующие слова: «Спасибо, мне не нужно, у меня все есть». Так вы возвращаете ему весь негатив, а возле себя оставляете потоки светлых энергий, которые вам таким действием удастся сохранить в целостности. Также, если вы решили принять какую-то вещь от кого-то, подарок, но вы не уверены в чистосердечности данного человека, скажите ему «спасибо», но скажите эти слова 3 раза. Таким образом, вы оградите себя от его негатива, а подарок уже возьмете с чистой энергией. Если вы не желаете с кем-то продолжать общение, вам нужно проговорить такие слова: «Спасибо, я позже позвоню». Это поможет вам расстаться с данным человеком, притянуть в жизнь такие события, которые вас отдалят и сделают так, что вы перестанете соприкасаться в жизни. Покупая алкоголь или сигареты в магазине, нужно говорить «спасибо». А для чего? А чтобы оградить себя от вредных привычек, которые они могут притянуть в вашу жизнь. Если у вас произошла какая-то беда, то на протяжении всего дня нужно произносить слово «спасибо», повернувшись к левому плечу. Это поможет вам в дальнейшем огородиться от повтора таких событий в вашей жизни. Не говорите слово «спасибо» в местах, которые связаны с очищением вашего тела. Например,
баня, сауна, какие-то другие водные процедуры, так как в этих местах энергетически очищается человек. А вы этому, к сожалению, мешаете, перекрывая энергетические каналы. Не стоит говорить это слово и возле воды. Например, на море, возле реки, на пикнике, возле любого другого водоема или даже фонтана. Вы отправляете негативные посылы, а вода его увеличивает с помощью своей энергетической силы. И взамен негатив, который вернется, не придется долго ждать, потому что последствия будут очень неприятными. Не стоит говорить слово «спасибо» в местах лишения свободы, так как, употребляя это слово, вы не только можете быть не поняты окружающими людьми, но и станете изгоем между ними, что негативно скажется уже на вашей жизни и предоставит вам трудности, которые сделают жизнь вашу более трудной. Очень опасно говорить это слово, когда вы стоите на улице или возле окна, так как вы ним будете ограждать себя от свободы, отправляя посыл, что вам и здесь хорошо, что свобода и воля вам не нужны. Нельзя говорить слово «спасибо» родным людям, своей второй половинке, так как это может принести к сильным размолвкам, ссорам, недопониманию, но и, к сожалению, как следствие, к разводу. Слово «спасибо» способно отдалять даже самых близких людей, устанавливая между ними огромную пропасть. Поэтому с ним нужно быть осторожным и употреблять только в помощь себе в правильном контексте. Для этого обязательно, предварительно, перед тем, как проговорить вслух, вам нужно все хорошенько обдумать. Не говорите слово «спасибо», когда обращаетесь за энергетической помощью к какому-то человеку, например, к светлому магу, так как вы вместо того, чтобы принять его помощь, вы ограждаетесь от него, и все светлые энергии, которые он будет стараться к вам притянуть, обойдут вас стороной. Также, если ваше биополе было разрушено, вам старались это исправить, произнося это слово, вы не только вернете его в первоначальный вид, но и притянете потоки негативных энергий, показав им, что нуждаетесь в них, и тем самым уже собственными руками, к сожалению, разрушите свою жизнь. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, употребляя слово «спасибо». Если вы ранее говорили его без разбору, всем, везде и всегда, то вам нужно постараться именно сейчас изменить эту привычку, чтобы потом в один момент не пришлось жалеть, что жизнь не такая, о которой вы мечтали. Что бы вы ни делали, сделать ее благополучной и счастливой у вас не получится. Помните о том, что наши слова в первую очередь состоят из энергии. Когда мы с вами произносим слова, мы направляем определенные энергии в то или иное русло. Что же дальше происходит? Эти энергии накапливаются вместе с этим человеком. И потом в один момент это все возвращается бумерангом. И теперь представьте себе, что вы все это время говорили людям спасибо, которые несли вам добро, которые желали вам любви, благополучия, достатка. В один момент это все может просто-навсего разрушиться. Возможно, вы замечали, что у человека был успешно, у него все получалось, а в один миг все произошло не так, как всегда. И это связано с энергией слов. Поэтому обязательно учитесь правильно произносить. Да, это, возможно, иногда сложно, потому что человеку нужно что? Контролировать свои слова, контролировать мысли, фразы. Потому что, в первую очередь, мы с вами творцы своей жизни. Мы архитекторы. У каждого своя жизнь, и мы ее творим и созидаем. Не думайте о том, что кто-то за вас другой сделает. Даже самое простое. Если ваш мозг, и вы сами не решите встать с постели сегодня, то за вас никто не встанет с постели, не умоется, не приготовит завтрак и не пойдет на работу. Вот так и в жизни. Берите свою жизнь в свои руки и начинайте двигаться и делать то, что вам подсказывает ваше сердце. Не стоит думать о том, что вот кто-то что-то скажет. Да пусть говорят. Дело в том, что всем рот вы все равно не закроете, даже если для всех будете милыми, добрыми и пушистыми. Найдется все равно один человек, который добавит ложку дегтя в мед. Помните, пожалуйста, об этом. Также запомните одно простое правило и придерживайтесь его. Если желаете оставить что-то плохое позади, не принимать негатив от какого-либо человека, оградиться от зла, говорите в такой ситуации слово «спасибо».
А если же вы любите, уважаете человека, вы благодарны за то, что он для вас что-то сделал, и эта благодарность идет от души, и вы желаете данному человеку только добра, вам нужно говорить слово «благодарю», что в переводе означает «благо тебе дарю». Будьте, пожалуйста, внимательны со словами, и тогда нужные энергии всегда будут при вас, а плохие энергии и ситуации обязательно будут обходить вас стороной. Помните, пожалуйста, об этом. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.